Конец года, а значит очередная Game Awards. Все прекрасно понимают, насколько это хорошая наградная церемония. And the Game Award goes to Genshin Impact. А если нет, то прошу пожаловать в одно из моих прошлых видео. Ссылки будут в конце, а также в описании. Эй, ну почему бы тогда не сделать из этого что-то забавное и не проголосовать наоборот за худшие из представленных игр в номинациях? А если из них еще кто-то и победит, то будет потом еще один повод посмеяться. Приступим! Игра года. Ох, какие сильные номинанты. Разумеется, победят или Elden Ring, или Бог войны. Поэтому на них сегодня даже не обращаю внимания. Вот гляжу и вижу явного претендента, ведь категория все-таки Игра года. Подразумевает, что среди представленных должны быть игры. Так что чисто техническим нокаутом здесь побеждает «Смотри, я могу мяукать, нажав на кнопку». Ого, какая интересная категория. Игровой Direction, то есть награда за лучший игровой дизайн. Есть, конечно, определенная инновация в том, что ты даже не обязан прыгать сам, а это делают за тебя. Но думаю, этого недостаточно, чтобы Stray был лучше остальных. Что там дальше? Лучший нарратив? Ого! Вот знаете, я ведь за Elden Ring обоими руками и ногами. Я играл во все возможные соусы и даже Armored Core до того, как игры Фромов стали мейнстримом. Но кто, в здравом уме, даже самый тронутый из фанатов на трезвую голову, готов выдвинуть Elden Ring как нарративную игру? Прости, братан, здесь тебе не место, да и сам ты это прекрасно понимаешь. Ага, лучшая игра чисто стилистически или по визуальному техническому исполнению. Вообще неплохо бы это дело поделить на отдельные категории, но чем богаты. Scorn и Elden вылезают из этой дыры чисто на стиле, когда Бог войны и Horizon щеголяют бюджетом Sony, а значит бедному коту опять не свезло. Вообще похоже на злую шутку, понимаете ли? Выставлять инди, которая хороша технически, именно что по меркам инди, против таких титанов. А на какой-то особый стиль игра явно не претендует. Вините не меня, вините Game Awards. Награда за музыку. Хоть я и не особо большой фанат Xenoblade 3, вынужден признать, что музон там отпадный. А вот если у вас хватило силы услышать музыку через вечное копошение крыс и причитание Хьюго в Plague Tale, то вы молодец. А я пока проголосую за нее как за худшую. Аудиодизайн. Тоже интересная категория, то есть где смачнее выстрелы звучат или двигатель урчит как настоящий. Честно, мне настолько пофиг, что я просто выберу худшим Call of Duty. Лишний пинок им все равно не помешает. Лучшая актерская игра, самая оскароносная из номинаций, ведь к этому так сильно стремится Game Awards. Пока все остальные люди здесь на себе тянут целые игры, Эшли Бёрч на Элой, если куда и тянет игру, то только вниз. Притом ее лучший перформанс до сих пор остался в Borderlands, и там она была лишь персонажем на один раз. Легкий выбор. Игры, совершившие наибольшую отдачу, которые заставили вас задуматься о чем-либо. Окей, я вижу ровно 3 игры, о которых нормальные люди хоть что-то слышали, и 3 игры, о которых никто никогда не слышал. Даже не стану центрировать экран ради последней. Думаю, не ошибусь, если выберу одну из них. Эники-беники, ели вареники. Готово! Лучшая долгоиграющая игра, или иначе говоря, игра как сервис. А заодно хорошая категория, чтобы лишний раз подлезать крупным фирмам, стоящими за этими играми. Знаете, когда ты настолько игросервис, что навсегда режешь контент, от которого не остается и следа, что даже физические копии твоей игры навсегда становятся бесполезны, это какой-то отдельный вид мерзости, который не перекрывает ни устаревший геймплей, ни отвратная гача-система и даже самые ужасные микротранзакции с внутриигровым магазином Destiny 2. Окей, я уже вижу, как некоторые из вас начинают звонить в организации по охране животных, но не волнуйтесь вы так, киса в этот раз может спать спокойно. Видите ли, ладно быть почти не игрой, но мне кажется, это намного лучше, чем быть игрой, которая вообще не понимает, чем хотела быть в итоге, а это очевидно Сифу. Лучшая мобильная игра, тут бы, конечно, всем протыкать худшую, но да ладно, выбор все равно несложный. Free-to-play player, 10 years of playtime! 10 fucking years! But Joe, that you pay money or you wait 10 years! Лучшая поддержка комьюнити. Или, иначе говоря, лучшая игра-сервис, часть 2. Да и номинанты те же самые, удивительно. И гляньте, мой номинант тоже не изменился. Лучший функционал доступности. Так уж вышло, народ, что я не инвалид. Оценить все эти потрясающие возможности не выйдет.
Так что я просто выберу здесь худшую игру как таковую. Ведь давайте будем честны, от такого надо ограждать, а не делать доступнее. Лучшая VR-игра. А теперь наоборот, я слишком психически здоров для того, чтобы приобретать еще охрененно дорогой VR-сет, чтобы играть где-то в 1-2 достойные VR-игры за 5 лет. Так что голосую за единственную игру, у которой знакомое название. Лучшая экшен-игра. Прикольно видеть в одной жанровой категории шутеры, слэшеры и битэмапы. Но, опять же, думать долго не надо, и на том спасибо. Лучшая адвенчура. Эх, опять коту за всех отдуваться. Лучшая ролевая игра. А вот и моя экспертная область. Что тут у нас? Ага. Нормальная игра, нормальная игра, нормальная игра, нормальная игра, а также покемоны. Выбор очевиден. Лучший файтинг. Игра про битвы лицом к лицу, судя по описанию. Ну и что тут у нас? Файтинг этого года. Реанимированный труп игры с PS3, который обязан своим возрождением Джоджо-референсом. Файтинг этого года, ага, файтинг этого года, неплохо. И Сифу. Иногда даже и говорить ничего не надо. Видимо, иногда номинантов выбирают каким-то особым методом. Лучшая семейная игра, или, как будет правильнее сказать, лучшая Nintendo игра. Знаете, я просто выберу Лего, потому что он на этом Nintendo празднике явно лишний. О, самая лучшая категория на свете – симуляторы и стратегии. Ведь они так похожи. Знаете, я выберу Two Point University, потому что рожа у них на обложке страшная. Лучшая спортивная или гоночная игра. Лучшая мультиплеерная игра. С одной стороны, тут есть Splatoon 3. Игра с акцентом на мультиплеер на приставке, где все сидят на Wi-Fi и по ходу делят его, если не с родаками, то с 3 другими спиногрызами. Но Splatoon'у сегодня везет, ведь с другой стороны у нас Overwatch. Категория лучшего контент-мейкера. Знаете, это большой прогресс по сравнению с предыдущим годом, где я вообще никого отсюда не знал. А тут хотя бы моб заглянул на огонек. Но я сегодня за равноправие полов. Женщины, на мой взгляд, тоже могут быть худшими, где доминируют почти одни мужики. Лучший инди-дебют. Или лучшая инди-игра, часть 2. Поскольку я не умею считать даже до 9, то боюсь, кот умрет, если я еще раз выберу его. Худшим может побыть игра, о которой я даже до этого ни разу не слышал. Наконец, реально интересная категория. В последнее время и правда вышла куча интересных игровых адаптаций, и интересно поразмышлять, кто же из них лучший. Но мы сегодня не для этого. А значит, даже тот факт, что Cuphead Show, считай, толком и не связан с игрой. Каким бы аниме-клише ни страдал Edge Runners. Даже кринж-сцены с людьми в Sonic 2 не смогут перебить тот факт, что самая киношная из всех игр на свете каким-то образом оказалась скучным говном. Стоило добавить туда реальных актеров и перенести все на большой экран. Лучшая ожидаемая игра. Запомните этих ребят. Некоторые из них вполне могут сюда вернуться в следующем году. Мне, конечно, многое в мире непонятно. Но главным образом мне неизвестно, с какого перепугу игра по Хогвартсу, которая до сих пор не показала ничего сверхнеобычного, забыла среди всех этих титанов. Но, скорее всего, я просто недооцениваю, сколько на свете людей, которые наконец смогут воплотить свои фанфики по Гарри Поттеру в реальность. Гермиона, держи свою подписку подальше от Гарри, не то я превращу его в чайник. Он же кот, Рональд. Кот? Он больше похож на свинью. А потом идет целый ворох киберспортивных номинаций, которые я даже включать сюда не стану. Конец.